Еще в марте здесь в Тбилиси сборная Грузии громила своего соперника, уничтожала, и у нас были самые лучшие ожидания от отбора. Теперь практически шансов попасть на чемпионат мира нет, но тем не менее игра с Испанией очень важная, и в этом видео расскажу, почему нужно смотреть этот матч. Погнали! Друзья, всем привет! Это по-прежнему Сандро, Shot Media. Спасибо, что заглянули на канал. Сегодня встречаются Грузия и Испания. Казалось бы, что все уже разочарованы. Половина из вас говорит, что Саньоль должен уйти. Половина просто не хочет смотреть матчи из-за мотивации. Но я надеюсь искренне, что сегодня какой-то патриотизм у вас возобладает, и вы все-таки включите и посмотрите сборную Грузии. И в этом видео хотелось бы рассказать, почему это важно. Давайте для начала вспомним турнирное положение. И я отмечу, что и Хвича, и Отар Китайшвили, они говорили, что у нас очень маленькие шансы. Вот это важно. Они не говорили, что у нас уже нет шансов, или там мы играем для страны. Это они, конечно, тоже все говорили по поводу играем для страны. Но шансы есть минимальные, но они есть. И это, мне кажется, главная мотивация играть. Ну и, конечно, такой фон информационный, общий фон после матчей, которые были у сборной Грузии в Турции и в Испании, потому что не хватало эмоций, не хватало характера. Об этом Вилли Саньоль на пресс-конференции тоже сказал, мы к этим словам еще вернемся. Но давайте вернемся к таблице. Вы видите, что у сборной Грузии всего одна победа в 4 матчах, 3 очка, 2 поражения, особенно второе в Турции, самое больное, самое горькое и как будто бы без шансов. Но что возможно в этой группе? Возможно, победа в матче с Испанией, но нужно еще, чтобы и Болгария Турцию обыграла, причем в Турции. Мне, конечно, в это совсем не верится, но всякие чудеса в футболе случались. И я, наверное, не хочу сейчас об этих раскладах говорить. Это вот для вас, чтобы вы знали, что теоретически маленький шанс для сборной Грузии еще есть. Предположим, да, если сенсация не случится, и Грузия останется без чемпионата мира, без возможных дальнейших стадий отбора, мы увидим эту команду в официальных матчах аж в сентябре следующего года, когда стартует Лига наций, и вы знаете, что там будут совмещенные 2 окна, поэтому жить без сборной Грузии придется нам без официальных матчей до сентября. Кто-то подумает, что для Испании это проходной матч, почти что товарищеский. Мы видели, что Франция уже оформила себе путевку на чемпионат мира, Англия, Хорватия вот совсем недавно это сделала. Но что Испания? У них тоже есть путевка? Нет, у них-то этой путевки нет. И если сегодня они не обыграют сборную Грузии, они вообще могут занять 2-е место. А вы знаете, что если Испания вдруг займет 2-е место, она вообще лишается шансов сыграть в финалиссиму. Я не знаю, когда она будет играться, потому что, вы знаете, матч между Испанией и Аргентиной планируется на март следующего года. В Катаре сейчас такое объявление. Но если Испания не занимает 1-е место, она идет в стыки. А стыки когда? Правильно, стыки будут в марте. Поэтому, ну, наверное, для Испании сейчас больше стоит на кону, чем просто какая-то игра в Грузии. Им нужно обязательно выигрывать и квалифицироваться на чемпионат мира. Но это все турнирные расклады. Вчера обе команды провели свои предматчевые мероприятия, тренировки и пресс-конференции в Тбилиси. Давайте посмотрим, что там было интересного. Начнем с Вилли Саньоля. Знаете, он всегда так немножечко стелит соломку и забегает вперед в плане того, что ожидает он от матча. Он, может быть, прямыми словами, это прямым текстом не говорит, но намекает. И вот что я подчеркнул из его вчерашней пресс-конференции, что он уже смотрит в будущее. Он сказал про будущие игры в марте, в июне. Он не говорит ни про какие чудеса и про возможность попасть на чемпионат мира. Он оставил эти слова футболистам. Ну, давайте несколько цитат. Конечно же, он сказал про настроение в команде, что оно гораздо лучше, чем было в сентябре или октябре. На этом сборе в команде совсем другая энергетика, и я доволен работой игроков. Вот что сказал Саньоль. Похвалил он и Юрия Табатадзе, который впервые в сборной получил подарок, и вы наверняка видели в социальных сетях, флаг Грузии с датой, там красивенько это все преподносят всем новичкам. И вот Юрий Табатадзе впервые в сборной Грузии. Давайте пожелаем ему удачи. Этот парень просто пронесся локомотивом, паровозом по испанской Сегунде, зашел, вышел на замену, забил, потом еще раз вышел на замену, опять забил. Ну просто красавец. И мне хочется, чтобы он сегодня тоже вышел на замену и опять забил сборная Испании, и Грузия выиграла. А вы поставили прямо сейчас лайк, потому что это будет круто, если так случится.
Любопытно, что на пресс-конференции был и сам Юрий Табатадзе, и вот что он сказал: в команде идеальная атмосфера, впереди все еще много работы. Главное не потерять уверенность и помнить, кто ты и что умеешь. Это он вообще говорил, конечно, в контексте своего перехода в Испанию, как у него там все получилось, ведь у него 2 года назад была уже попытка заиграть в других странах, но там не вышло. И вот он как бы намекает вообще всей грузинской сборной, что нужно верить в себя и стараться доминировать. Вообще, знаете, я хотел бы тут в этом контексте вспомнить, вот вы сможете сходу назвать, когда Испания в последний раз проигрывала и сколько матчей у команды без поражений? Конечно же, нет. Я вам подскажу: 24 матча без поражений, мы считаем товарищеские, самые разные. И в последний раз Испания проигрывала Колумбии со счетом 0-1. Это было 23 марта 2024 года, когда вот эта самая грузинская сказка начиналась, стыки за право попасть на Евро. Ну, может быть, Испания там немножко на расслабоне была, но вот проиграли. А что же официальный матч? Официальный матч тоже 28 марта, игра в Шотландии, как раз когда в одной группе были Грузия, Шотландия и Испания. И вот шотландцы выиграли со счетом 2-0 у испанцев. И вот обратите внимание, что в каждом из этих матчей Испания не забивала. И вообще есть такой тренд, что если быстро забить Испании и вот потом максимально дисциплинированно сыграть в обороне, на контратаках, кстати, ну, наверное, такое получилось давно уже у сборной Грузии, вот год назад в матче против Чехии, если вы помните, тоже быстро забили и потом на контратаках развили преимущество, в итоге 4-1 выиграли. Я не ожидаю, что сегодня будет 4-1, конечно, и вообще, что Грузия добьется положительного исхода, но вот это вот тот шанс, за который сборная Грузии могла бы зацепиться. Дерзко, резво начать, забить, и потом просто вот нужно дисциплинированно сыграть, сковать Испанию в атаке, и на контратаках будет пространство. Хвича умеет его использовать. Если еще Табатадзе выйдет на замену, мы с вами уже про это поговорили. Но давайте вернемся к Саньолю. Что он еще сказал интересного? Испания лучшая команда в мире, и мы не стремимся быть лучше них. Знаете, такое неоднозначное выражение, потому что я считаю, что в этом матче как раз-таки нужно стремиться быть лучше, иначе ты результата просто не добьешься. Кстати, интересно, что Саньоль тоже сказал про эмоции, про настрой на прошлую игру в Испании. Мы все с вами отметили, что не хватило эмоций и как-то блекло смотрелась грузинская команда. Он попросил игроков играть с меньшим страхом и с большей смелостью. Но знаете, это не меню в ресторане, вы не можете попросить, и вот игроки начнут играть. Тут, конечно, все в головах игроков. Ну и, может быть, знаете, в качестве такого подтверждения, что можно обыгрывать фаворитов, и в том числе сборную Испании, давайте посмотрим на недавний матч отборочного цикла Ирландия-Португалия, где тоже Португалия хотела себе оформить путевочку спокойно, но в итоге ирландцы забили первый, опять тот же сценарий, быстрый гол, не дали забить португальцам, потом еще Роналдо удалился, второй гол и 2-0, и Ирландия еще в гонке. Саньоль не дурак, и он прекрасно понимает, что происходит со сборной Грузии. И вот одна из проблем – это отсутствие скамейки и отсутствие конкуренции на позициях. Он про это сказал на пресс-конференции тоже. Сказал и про октябрьский матч, тоже это вспомнил, что у Кварацхелии были проблемы в последнее время. Сейчас Кучарашвили не будет, но мы сейчас по травмированным еще я вам отдельно расскажу. Отсутствие 2-3 игроков сильно чувствуется. У нас есть новые футболисты, которые должны усилить конкуренцию. Это одна из наших главных целей. Нам нужно больше конкуренции и качества, потому что лидеры не всегда будут в оптимальной форме. Предстоящие матчи, мартовские и июньские окна – это новый этап и шанс построить новую команду, которая хорошо выступит в Лиге наций. Ну и потом он заканчивает тем, что, возможно, команда не в лучшей форме, но болельщики и поддержка нужны. Вот та соломка, про которую я говорил, потому что Саньоль как будто даже не рассматривает возможность в марте каких-то стыковых матчей, но, знаете, выглядел бы он очень глупо, если бы он говорил, он главный тренер, он должен как-то так спокойно и осознанно рассуждать. Но давайте по составу, что если вы вдруг не были в курсе и вообще не следили за сборной Грузии вот за последнюю неделю, потому что состав объявили один, и если вы сейчас посмотрите, кто остался, возможно, вы сильно удивитесь, потому что сразу выпали из состава Микаутадзе и Какабадзе. Чеквитадзе травмирован уже давно, вы об этом знаете. Саба Гугличидзе вообще начал подготовку индивидуальной группе в такой небольшой, и, я так понимаю, тоже были риски, что он не сыграет, но вроде бы с ним все в порядке. И потом уже по ходу самого сбора у нас выпадают еще
Ника Гагнидзе и Габриэль Сигуа. В общем, представляете, 4 футболиста, минус Кочурашвили из-за желтых карточек. И, конечно, тревожно, в каком составе сборной Грузии появится. Но я, кстати, дам прогноз на состав, такой независимый. Вообще абстрагируемся максимально от Саньоли и от всего происходящего, от прошлых матчей. Мне интересно, согласитесь вы со мной или нет. Но перед этим давайте еще дадим слово испанскому штабу. В общем-то, там не было чего-то такого грандиозного, прямо интересного. Де ла Фуэнте сказал, что конфликтов с клубами нет. Ямаль уехал, ну и бог с ним, вернется и сыграет еще. Ну, ничего страшного. Нужно думать о том, сколько матчей у него впереди за сборную Испанию, а не о том, сколько он сейчас вот пропускает. Тем более, что матчи финальных стадий турниров крупных тоже впереди. Пару слов по поводу возможного состава. Я вам сказал, что вот давайте представим ситуацию, что Саньоли уволили или его нет. И вот у нас есть список футболистов, текущий список, повторюсь, те, кто вызваны сейчас, вот что можно из этого слепить. Ну, давайте скажем прямо. Вариантов не так много. Вообще официально всего 5 защитников. Это очень мало, согласитесь. Но нам нужно играть с испанцами, ну, я думаю, что в 3 центральных, потому что атака опасная, только так их можно сдержать. И вообще, единственный шанс чего-то добиться против Испании – это не пропустить. Я вам примеры привел, еще есть Ирландия, Португалия. Победа с сухим счетом – это вот то, что возможно. Если ты пропускаешь первый, мне кажется, до свидания, очевидно. Вообще Грузия часто пропускает в первом тайме. Вот, мне кажется, это еще один бич, от которого надо вот максимально постараться избавиться в этой игре. Напомню еще раз, в 2021 году, когда Кварацхелия забил в первом тайме, и Грузия выиграла первый тайм 1-0, едва не добились положительного результата. 2-1 там испанцы увезли 3 очка, ну вот очень все было близко. Я выбираю расстановку 3-5-2, Мамардашвили в воротах, в центре обороны 3 защитника, вариантов особо нет, повторюсь. Нариманидзе выдернули из молодежки, мы видели, что было с молодежкой вчера 0-3 против Греции, печально. Я надеюсь, что Саньоли использует его, но в нашей вариации, я думаю, сразу бросать его против Испании в основу, не сыгранным с остальными защитниками, в том числе с Мамардашвили, не стоит, рискованно. Поэтому Лочашвили, Гогличидзе, Гочулиешвили. Дальше у нас 5 футболистов в центральной зоне. Абуашвили, Китаишвили, Миквабишвили, Ломинадзе. Вот Ломинадзе хорошая замена Кочурашвили. Я повторюсь, у него перебор желтых карточек. И Цитаишвили. И группа атаки, ну как группа, 2 человека. Это Хвича Кварацхелия и Буду Зевзевадзе. Я оставил Зурико Давиташвили в запасе, потому что, мне кажется, он хорошо мог бы усилить игру и хорошо выйти на замену. Точно так же, как и Юрий Табатадзе. Это вот те замены, которые можно планировать где-то к 60-й минуте. На мой взгляд, опять же, на Зевзевадзе можно закидывать, можно надеяться, что он там где-то вверх выиграет, скинет партнерам по команде, тому же Хвиче. Вот. Есть еще особенность, то, что Абуашвили и Цитаишвили сейчас играют в одной команде. Мне видится вот такой вариант оптимальный. Пишите ваше мнение, ваши ожидания от матча Грузия-Испания. Я закреплю комментарий, должен ли Саньоль работать дальше в сборной Грузии. Вот просто ваше мнение, не то, что там официально нам сказали, что он остается. А вот будет закрепленный комментарий, можете поставить лайк или дизлайк и посмотрим, как считает большинство. Будет интересно это увидеть. Ну а я на этом заканчиваю. Сегодня много материалов будет из Тбилиси. Я вот тут буквально совсем рядом нахожусь со стадионом. Пойду поснимаю, будете у стадиона, подходите. Футболка Хвичи Кварацхелии, вот это прекрасное, будет на мне. Ну хотя, наверное, поверх нее будет много еще что, потому что облачно. Кто знает, вдруг будет дождь. Но вот эти вот 1-7 под дождем от Испании я никогда не забуду. Но сегодня не будет Ямаля. И сегодня как будто бы другой день, другое настроение. Поэтому хочется и другой исход. На этом все. Увидимся. До новых встреч. И Сакартвелес Гаумар. Удачи сборной Грузии.